Друзья мои, наш мир полон противоречий, полон сложностей и боли. Иногда эту боль мы сами себе причиняем, иногда близкие люди, иногда мы, не понимая, настраиваем против себя близких, родных, за которых мы готовы жизнь отдать. Часто мы осуждаем своих родителей за неправильные методы воспитания в нашем детстве. Но бывает, что мы повторяем их методы. Сами того не замечаем, чрезмерно опекая своих детей, можем иногда портить им жизнь. Не желая, чтобы они испытали какую-то боль в этом мире, пытаемся оградить, заслонить собой, но получается, что не даем им совершить свои ошибки, на которые они имеют право. Родители любят своих детей, но именно те родители, которые имеют право называться родителями. Мне иногда пишут женщины, которые просят снять какую-то порчу от сына, какой-то морок. И когда я вникаю в ситуацию, я особо не спрашиваю, я просто вижу по фотографии и говорю: послушайте, что вы хотите от своего сына? Он живет своей жизнью, он живет в своей семье. Что вам нужно? Оставьте в покое, дайте ему пожить, он счастлив. Нет, он не счастлив, вы не понимаете. Он под мороком. Под каким мороком? Он живет с этой женщиной. Он женился на ней. Вы сыграли свадьбу, потанцевали. Так дайте ему жить. Нет, вам не хотелось так. Вам хотелось, чтобы он создал семью, но все, что заработал, приносил домой, чтобы полностью был в подчинении, как раньше. И теперь, когда он ушел из-под вашего контроля, вы пытаетесь вернуть его любой ценой, даже если сломаете ему жизнь. Вам кажется, что он изменился, он не такой. Конечно, он изменился. Он стал мужчиной, он любит эту женщину, он живет с ней, он спит с ней. Понятное дело, что заботится о ней, дарит подарки. Вы должны этому радоваться, но родительская ревность, она грызет изнутри. И они, естественно, ищут благородные объяснения всему этому. Я боюсь, он под мороком, он под каким-то там впечатлением, на него что-то начитали, на него какие-то порчи сделали. Спрашиваю: ваш сын заболел, попадает в аварию, что с ним происходит? Нет. А в чем там порча? Вы понимаете, он похудел, он какой-то бледный, уставший. Естественно, он похудел. Он валялся на диване. Мама приносила пирожки, папа за него работал. Теперь он женился, у него родился ребенок. Он несет ответственность за этого ребенка. Он работает больше, он переживает больше. Он стал отцом семейства. Он будет и худеть, и может где-то и бледно выглядит, где-то и уставший. Это нормально, это не порча и морок. Это жизнь. Он начал жить. Я понимаю, что у матери, скажем, недовольство. Даже если очень может быть, допускаю, что где-нибудь скажут: я ничего не понимаю, ничего не вижу. Вон там женщина сказала, что вот порча. Женщины, которые у вас будут про деньги, они будут говорить то, что вам хочется слышать. А настоящие будут говорить вам то, что есть. И хотите принимать, и хотите нет. И я уверена, что она дальше пойдет, будет искать по интернету, платить деньги. Непонятно за какие-то порчи, мороки, которые она сама себе придумала, сочинила, пока не испортит им жизнь. И вот когда испортит жизнь, и он вернется и будет снова с ними жить, он будет вспоминать, что он был счастлив, но ему не дали. С одной стороны, мать, которую не променяешь, не продашь, новую не купишь. Это твоя мать. С другой стороны, прошлое, которое угнетает. И что делает сын? Может начать пить, а может и не пить, а просто внутри тайно испытывает ненависть к родителям, которые не дали ему жить. Вот влезли куда не надо.
И, естественно, он будет ненавидеть мать. Естественно, он будет становиться агрессивным, он будет поднимать руку, очень может быть. Ну, всякое может быть. Может, уйдет и не будет разговаривать вообще. Хочется сказать, дорогие женщины, конечно, очень приятно, когда твой ребенок одет, обут, накормлен, он спит вон на диване, ты знаешь, где он, и спокойно пошла спать в свою комнату. Но мы не вечны. Когда нас не станет, наши дети в этом жестоком, страшном мире должны выжить. Мы не можем прятать их вечно под свою юбку. Я сама мать, и у меня есть сын. Я понимаю, что постепенно в нем просыпается бунтарский дух, потому что он хочет поехать к друзьям куда-то, а я переживаю, я боюсь за него. И я понимаю, что он не ребенок, он растет, он становится мужчиной, ему придется ехать одному, ему придется по ночам ходить. И я должна постепенно его отпускать в этот мир. Отдавайте детей в кружки, отдавайте детей в какие-то художественные кружки, куда угодно. Не обязательно, чтобы у вас дети стали гениальные художники, но там они научатся общаться с обществом. Это очень важно. Потому что дети, которые скованы, которые закрыты дома, они очень, очень тяжело общаются. Потом, знаете, как мышь выпускают из клетки, и вот сразу попадает в лапы кошки. Потому что неискушенный ребенок, бесхитростный, он сразу же становится лакомым куском для авантюристов. Особенно девочки. Девочки, которых в строгости воспитывают. Сюда нельзя, туда нельзя, не смей туда. Мы приходили домой, перед тем, как зайти домой, вытирали помаду, все, что там намазали, чтобы отец не видел. А я знала девочек, которые очень даже нормально, спокойно жили. Ну, не скажу, что их прям им все позволяли. Ну, по крайней мере, не были такие в ежовых рукавицах, как мы. И вы знаете, они прекрасно устроили свою жизнь, а мы ошибались. А нам попадались мужчины, которые нам ломали жизнь. Почему так? Потому что нам не дали набраться опыта, нам не дали встречаться, понять человека, чтобы не сломать себе жизнь и душу не ломать, понимаете? Поэтому все хорошо в меру. Объяснить. Станьте своим детям друзьями. Но бывают моменты, когда ты действительно хочешь вытащить своего ребенка, ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, твой ребенок погибнет. Естественно, тогда уже, скажем так, интеллект берет верх, и ты просто насильно вырываешь своего ребенка из той среды, где он быть не должен. Конечно же, он будет тебя ненавидеть сейчас. Но когда он чуть-чуть повзрослеет, наберется опыта, он тебе скажет спасибо. И такие есть моменты, когда ты не можешь не вмешиваться. Это нереально, невозможно. Невозможно, вопреки тому, что дочь там в таком состоянии с этим алкоголиком, дом как притон, дети голодают. И ты понимаешь, что если ты сейчас не вырвешь ее оттуда, она погибнет, она потеряет детей, она потеряет себя. И ты идешь просто с боем, с тетками, с бабушкой, вытаскивать ее оттуда. И она кусается, она тебя обзывает последними словами, она в тебя плюет, но ты понимаешь, что у тебя выхода нет, и ты должна вытащить ее оттуда, потому что в этот момент она неадекватна. Конечно, она дома будет устраивать тебе концерты, конечно, она назло тебе будет делать то, что тебе причиняет боль. Конечно же, потом извиниться, пройдут годы, и она поймет, что она довела тебя, что она забрала у тебя просто десятки лет жизни. Но ты родила этого ребенка, ты никуда не денешься. Ты обязана, ты должна. Ты должна ему по гроб жизни. Запомните, дорогие родители, они нам ничего не должны. Это мы дали им жизнь. Вот мы им должны и все. Потому что мы их привели в этот мир. Мы должны и обязаны их поставить на ноги. Мы не имеем права сдаваться. Вчера показали жительница, ну, не буду говорить, она в Средней Азии живет, оттуда репортаж посмотрела. Мать скинула сначала детей с 9-го этажа, а потом сама прыгнула из-за долгов мужа. И вот сочувствует ей все такое. А я говорю, не имела ты права это делать. Ты дала им жизнь. Вот ты хоть ценой своей крови, что хочешь делай, вообще плевать.
Ты должна поставить их на ноги. И все тут. Какое ты имеешь право решать за них? Какое право ты имеешь это делать? Что ты хотел этим доказать? Что он сейчас будет плакать и убиваться? Такое существо, знаете, как с гуся вода. Встал, пошел дальше устраивать свою жизнь. Ну, посадят его за что-то, не знаю, привлекут. И что дальше? Он будет жить, а тебя нет, и твоих детей нету. Зачем? Зачем ты дала им жизнь, чтобы забирать потом? Матери, которые идут сводят счеты с жизнью вместе с детьми. Ты не имеешь на это права. Не имеешь права. Хоть вот что делай, хоть себя по частям продавай, но подними их. Потому что ты дала им жизнь, и ты перед ними имеешь обязанность, обязательство до конца своих дней. Понимаете? И поэтому, если наши дети начинают нам грубить, если наши дети начинают к нам плохо относиться, мы должны себя винить. Вот подойти к зеркалу, посмотреть, сказать, что ты не так сделала, что твой ребенок сейчас огрызается. Бывает период там подростковый, переходный возраст, все понятно. Но если ребенок начал тебя ненавидеть, это твоя вина, и все. Много работала, да, мало внимания уделяла, да, не было другого выхода, не было, но его это не волнует. Чрезмерно баловала, потому что растила без отца и чувствовала вину перед ним, и хотела, чтобы он был не хуже других, и, скажем так, переборщила. Слишком он научился, привык принимать все просто так, без усилий. Хотела, чтобы твой ребенок не чувствовал, что он растет без отца, чтобы он лучше других жил, лучше других одевался, ни в чем не отказывала, все, что хочешь, покупала, и друзья приходили с завистью, смотрели на его игрушки, на его компьютеры, и тебе приятно, мой ребенок не хуже других. Никто не скажет, что у тебя нет отца, и ты там, вот у тебя этого нету, не скажет. А итог какой? Привык ребенок, что так надо, и это правильно. И я что хочу, то и получаю. Во всем виноваты мы. Поэтому начать надо с себя, исправлять. Надо взять за шкирку и поменять тактику. Начать строго спасти, чтобы своего ребенка. Надо иногда поговорить часами. Но в любом случае, друзья мои, и в основном матери. Потому что матери всегда с детьми. Мужчины, они так устроены, они испокон веков воевали 20-30 лет, их и не было, они даже могли не узнать своих детей. Мать воспитывала. Смотрите, кто у нас учителя? Женщины. Врачи у нас в основном кто у нас? Фельдшеры, там, медсестры, женщины. Понимаете, женский мир. Женщин на своих плечах тащат это. Нас воспитывают женщины. Нас учат любить родину женщины. Нам прививают патриотизм женщины. Да, в школе, может, и 3 мужиков есть, там один физрук, другой завхоз, еще кто-то. Но в основном это женщины. То есть воспитывает человечество женщина. Поэтому хочешь, не хочешь, мать должна сесть, поговорить, объяснить. Если нужно жесткость применять, потом, когда у них будут свои дети, они это поймут. Это потом. Я понимаю, что сейчас будут нервы трепать и винить тебя во всем. Вот там был этот какой-то, я могла бы с ним пойти, а ты говоришь, а ты вообще понимаешь, кто он был? Не твое дело, мы любили друг друга, ты нам жизнь сломала и прочее. Ты понимаешь, что ты спасаешь своего ребенка, но ребенок в этот момент не понимает. Он может и руку поднять, он может и вести себя неадекватно, он назло тебе может делать такие вещи, чтобы ты страдала. Спросите себя, что я не так сделала. Быть может, вы вынудили своего ребенка жить с отцом-психопатом. Ну, тогда вообще про таких женщин я даже говорить не могу и не хочу, потому что там матерей нету, это просто самки. Видели, я выставила, да, видеоролик, где он поднимает нас во весь свой рост и просто бьет со всей дури этого ребенка об пол. Ну, где там мать, которая там пищит сзади, причем 3-го родила, такого изверга. Это что, 1-й раз он сделал?
С чего она наготовит телефон и снимает? Потому что она знает, что сейчас начнется экзекуция. Она сняла, и причем она на него не заявила, она его родственникам отправила, чтобы строить из себя жертву. Какая она жертва, бедная, несчастная, как она его терпит. Смотрите, какая героиня. И если бы родственники не звонили во все колокола, так никто бы и не узнал, от чего калечатся эти дети. Представляете, это, конечно, не матери, о них даже говорить не хочу. Я говорю о женщинах, которые матери. Что вы сделали не так, что ваш ребенок вас начал ненавидеть? Надо спрашивать себя. Надо с ребенком, как бы ни разозлились вы, не говорите ребенку слова, ты на своего отца похож. Это значит, твой отец был вот таким-сяким, для меня никто, и ты такой же. То есть вы хотите ребенку сказать, что я тебя так же не люблю, как и его. Неблагодарный, я тебя родила. Просили вас родить? Нет, ты родила. Все, будь добра, будь любезна, подними на ноги. Никто тебя не просил рожать. Ты сама этот выбор сделала, не упрекай его в этом. Так вот, друзья мои, как сделать так, чтобы для начала снять агрессию, ненависть своего ребенка? И после этого наладить отношения, поговорить со своим ребенком. Для начала берете воду в такой достаточно большой емкости. Делать вы будете часто. Вот 3 дня проводите, 3 дня отдыхаете. 3 дня проводите, 3 дня перерыв. 6 восковых черных свечей. Начитывайте на эту воду 6 раз. Потом делите эту воду. Половину воды перелейте в какую-нибудь емкость. И, значит, намочите там тряпку и протирайте подоконники, окна. Просто протирайте. Не надо там уборку проводить генеральную. Просто протрите окна, подоконники, двери, все двери дома, как неважно, туалет, ванная, что там. И порог. В конце, когда все уже заканчивается, протрите вот это полностью порог. Ну, вода быстро закончится, потому что этой тряпкой протрите. Тряпку можете потом выкинуть, просто выкинуть. Он теряет актуальность. Другую часть выливаете в еду, в питье, в чайник, общий. Даже если другие будут есть и пить, это не страшно. Пойдет вот этот заговор, эта цель туда, на кого начитано. Далее. Значит, зажигайте свечи, 6 раз читайте, свечи должны догореть. Огарок свечи храните. Следующий день новые свечи обматываете, извиняюсь, черной шерстяной ниткой. Также свечи должны догореть, и огарок храните. 3-й день, то есть когда начитали, читать нужно в сумерки, кстати говоря. Когда 3-й день начитали, значит, это все собираете, берете черный хлеб, можете разрезать хлеб на несколько кусков, водку, идете под дерево, оставляйте. У себя в огороде нельзя. Оставляйте под дерево и столько монет, сколько лет вашему ребенку. Это первое. Далее. Вот каждые 3 дня так делайте, собирайте все, что догорело, там все, что есть, эти огарки свечей. Половиной, значит, протирайте окна и двери, половину выливайте туда незаметно. Никому не говорите об этом из домочадцев. Если вдруг спросят, что ты делаешь, скажи, просто протираю, скажи, там, что-нибудь придумайте. Там на деньги начитала, что-то в этом роде. Лучше, конечно, если не увидят. Но если увидят что-нибудь, там выдумайте. И каждый раз, каждые 3 дня черный хлеб, водку, значит, огарки этих свечей и столько монет, сколько лет вашему ребенку. Относите и оставляйте. В принципе, исправляется эта ситуация в течение месяца-2. Постепенно начинает спадать агрессия. Ваш ребенок меняется, начинает слушать вас, начинает к вам хорошо относиться. И потом уже вы можете вздохнуть спокойно. Но как только все прошло,
вы должны сделать следующее. Вы должны взять бездомное животное в свой дом. Любое. Кошку, собаку, большую собаку, маленькую собаку. Кого хотите. Птицу нельзя, кошку или собаку. Это откуп. Вот как Вселенная помогла тебе обрести своего ребенка обратно, так и ты кому-нибудь из живых существ делай добро, дай дом. Понимаете, о чем речь? Ну, естественно, потом, если вы будете снова делать, если вдруг придется, обычно не приходит, но если вдруг, тогда уже не нужно брать никакого питомца. Один раз берется питомец после того, как все исправилось. Вот вы уже посчитали, что у вас все хорошо. Вы берете этого питомца к себе. Можете с улицы взять, можете у родственников взять. Не покупайте. Вы берете того, кто нуждается в семье, в тепле, в доме. Покупать многие хотят, купить породистого там песика какой-нибудь или кошку. Это отдельно можете купить, но питомец абсолютно нейтральный, другой, из улицы или из приюта, или, может, люди хотят пристроить, вы должны забрать. Не заберете, это все через некоторое время снова начнется. Вы должны это делать, потому что так надо. Итак, здесь есть несколько произношений. Значит, дочери и сына. Если у вас нет дочери и сына, то есть, извиняюсь, если у вас там дочь, значит, только дочери произносите. Если сын, значит, только сыну. Если есть и дочь, и сын, и неважно, если один спокойный, другой нет, в любом случае читайте и тому, и тому. То есть произносите в заговоре эти слова. Надеюсь, поняли, о чем. Далее. Здесь есть еще такой момент. Значит, от моего сына или от дочери и сына и так далее. Там, где встречается дочери и сына, если у вас есть дочь и сын, оставьте слова заговора как есть. Если у вас только сын, читайте только сын, то есть исключая слово дочь. Если у вас только дочь, читайте только дочь, исключая слово сын. Я надеюсь, вы меня поняли. Итак. Зажигайте свечу. Горит довольно ярко. Рядом отдельно всегда держите воду, но воду не ту, которую заговариваете, а отдельно воду, на всякий случай. Потому что во время таких работ огонь бывает агрессивный. Так. Ну, например, если ваш сын разводится, предположим, пришел, у вас живет, или даже не живет у вас, но приходит в гости, значит, часто зовите, чтобы он каждый день эту воду пил. А вы хотите делать так, чтобы сохранилась семья, предположим, да, чтобы он вас послушал, услышал, в конце концов. Вот можете провести. Живет у вас ребенок, ведет себя агрессивно, можете провести. Но это ритуал, где непосредственно вы должны, это называется акормы, знаете? Или опои и акормы в магии. Это когда читают и целенаправленно угощают, то есть перемешивают воду, еду, отдают непосредственно, то есть уже заговоренные отдают тому человеку, на которого вы заговорили. Итак, начнем. Гневный зверь, яростный, свирепый зверь, уберись, уйди за двери, за ворота, за топь и болото, на гиблую землю, там и живи, а сюда не ходи. Туча грозная, уходи со двора, сверкай и беснуйся во чистом поле и на раздолье. Пойди, злость, до тына, с моей дочки и сына. Из комнат в двери, из дверей в трясину. Идут по полю 3 жреца-мудреца. Несут булатные ножи, да огненные топоры. Будут отсекать от моего дитяти всякую злобу, всякую ненависть. И прикажут моему дитяти не кричать,
не ругаться, а смиренно меня слушать, то мое благословение получать. А если род мой тебя ругает, то грудь моя тебя благословляет, то долгой жизни желает. О боги, дайте мир моему дому, и будьте благословенны. Ключ, замок, язык. Заклято. Гневный зверь, яростный, свирепый зверь, уберись, уйди за двери, за ворота, за топь и болото, на гиблую землю, там и живи, а сюда не ходи. Туча грозная, уходи со двора, сверкай и беснуйся во чистом поле и на раздолье. Пойди, злость, до тына, с моей дочки и сына. Из комнат в двери, из дверей в трясину. Матушка нашего пращура, храни мою дочь и моего сына. Злобу в них остуди, огонь погаси. Накинь им платок на их роток, на его руки, чтобы не били, на его ноги, чтобы не пинали, и на душу его, чтобы злобы не знали. Идут по полю 3 жреца-мудреца, несут булатные ножи, да огненные топоры, будут отсекать от моего дитяти всякую злобу, всякую ненависть. И прикажут моему дитяти не кричать, не ругаться, а смиренно меня слушать, то мое благословение получать. А если род мой тебя ругает, то грудь моя тебя благословляет, то долгой жизни желает. О боги, дайте мир моему дому, и будьте благословенны. Ключ, замок, язык. Заклято. Я извиняюсь, я просто заранее записала и забыла одну часть включить. Поэтому второй раз произношение, оно полное. Еще раз включаю. Гневный зверь, яростный, свирепый зверь, уберись, уйди за двери, за ворота, за топь и болото, на гиблую землю, там и живи, а сюда не ходи. Туча грозная, уходи со двора, сверкай и беснуйся во чистом поле и на раздолье. Пойди, злость, до тына, с моей дочки и сына. Из комнат в двери, из дверей в трясину. Матушка нашего пращура, храни мою дочь и моего сына. Злобу в них остуди, огонь погаси. Накинь им платок на их роток, на его руки, чтобы не били, на его ноги, чтобы не пинали, и на душу его, чтобы злобы не знали. Идут по полю 3 жреца-мудреца, несут булатные ножи, да огненные топоры, будут отсекать от моего дитяти всякую злобу, всякую ненависть. И прикажут моему дитяти не кричать, не ругаться, а смиренно меня слушать, то мое благословение получать. А если род мой тебя ругает, то грудь моя тебя благословляет, то долгой жизни желает. О боги, дайте мир моему дому, и будьте благословенны. Ключ, замок, язык. Заклято. Я вам желаю мира в семье и между вашими детьми и вами. И будьте мудры, что одна сторона, что вторая. Всем удачи!